Всем привет! Меня зовут Юра, я шеф-кондитер. Мы с вами сегодня побалуемся, приготовим хинкали. Очень классная штука, я очень их люблю. Не могу сказать, что я их прям готовлю каждый день, но в принципе технология мне понятна, и поэтому я сегодня вам покажу, как хинкали буду делать я. Ну и естественно, прежде всего мы должны с вами приготовить тесто, потому что ему еще отдыхать, ну в общем там целая история. Поэтому давайте замесим тесто. Тесто должно быть, насколько я знаю, крутое, но эластичное и максимально простое, всего 3 ингредиента. Здесь у меня 600 граммов воды, это мука, здесь ее 1,5 килограмма и это соль. Соли я взял 30 граммов из расчета 10 граммов на полкило. В принципе, мне кажется, это оптимал. Вот. Замешивать эту тесту очень просто. Давайте покажу вам сейчас как. Всегда мы по классике наливаем сначала жидкость. Теперь мы сюда засыпаем муку. Всю муку. Мисочку не убираем. Добавляем сюда соль. И все. Ставим это дело в миксер. И поехали. Замешивать мы тесто будем на медленной скорости, где-то в районе 10 минут. Возможно, будем добавлять еще влаги. Это эксперимент. Возможно, не будем. Вообще все зависит от муки. Всегда смотрите по своей муке, какая у нее влажность и содержание белков. Ну что, в итоге замешивал я его руками, потому что миксеру это оказалось очень тяжело делать. Вот я замесил тесто. Мне кажется, что оно таким и должно быть, если честно. Я, правда, добавлял сюда еще воды, примерно где-то 100 граммов я добавил, но постепенно, по чуть-чуть, просто разливал на стол и вымешивал. Весь замес у меня занял где-то около 10 минут, может быть там 7-10 минут. В принципе, ничего особенного в замесе нет. Сейчас я вам покажу, как я это делал. В общем, я его просто брал и мял. Вот такими вот движениями. Но не растираю тесто. Просто мну. Хороший фитнес. Как я и говорил, тесто крутое. Но оно эластичное. Как вы видите, да, оно достаточно легко принимает форму, которую я ему буду давать. Но сейчас оно, правда, еще все в напряжении, потому что оно только после замеса. Глютен еще весь, он уже развит, но он еще весь плотный, да, потому что мы его замешали. Тесто должно отдохнуть, расслабиться, чтобы можно было с ним работать. Поэтому мы мисочку не убирали. Сейчас мы придаем этому тесту подобие шара. Вот так. И убираем в миску под пленку. Обязательно. Хорошо закрываем пленкой. Вот так вот, видите, плотненько замотал, чтобы оно не сохло. И все при комнатной температуре оставляем его на час, чтобы оно отдыхало. А пока оно отдыхает, мы займемся начинкой, фаршем. Это тоже очень интересно и очень важно. Ну что, тесто отдыхает, а мы занимаемся начинкой, да, фаршем для наших хинкали. В общем, здесь все очень просто. Касательно мяса, вы выбираете то мясо, которое вы хотите, вам нравится, вам позволяет религия. Неважно, здесь как бы ваше личное желание. У меня сегодня будет... Я взял 2 килограмма мяса, у меня будет килограмм говядины не очень жирной и килограмм свинины, достаточно жирной, ну такой умеренной жирности. Жир должен быть обязательно. Это соль, здесь такая столовая ложка соли, возможно нужно будет больше, меньше, я не знаю, мы посмотрим. Здесь лук. Лук я делаю сразу пассерованный, так фарш не будет вонять луком и будет более вкусный. И кинза, уже порубленная, большой пучок кинзы. Ну и естественно, это вода, без которой мы никуда не обойдемся. Итак, по поводу пропорций. Все очень просто. Значит, мы берем мясо, прокручиваем, взвешиваем, получаем объем мяса. Берем от этого объема 20% лука, пассеруем его
И получаем, то есть на 2 килограмма у меня получилось 400 граммов сырого лука. Вот я его спассеровал, получилось здесь, наверное, граммов 350. Дальше я взял большой пучок кинзы, отрезал от нее корни, а остальное просто порубал. Вот так вот, хаотично. Касательно воды, здесь все зависит от ваших предпочтений. Я взял также 20%, здесь у меня 400 миллилитров, граммов, простите, 400 граммов воды, которые я буду добавлять в фарш. Это обязательно. Вода нам нужна для того, чтобы потом в хинкали образовался внутри. Это тот самый сок, да, который выпивают, надкусив тесто. Если мы не добавим воды в мясо, мы не получим сока. На самом деле воды, может быть, мы сможем взять даже больше. Мы посмотрим по состоянию фарша, сколько он в себя будет вбирать воды. Если мы увидим, что этого количества мало, мы добавим еще там граммов 50, так постепенно будем добавлять, вымешивать и смотреть, как наш фарш будет меняться и становиться более сочным. Итак, касательно того, как мы это делаем. Вообще все очень просто. Значит, наше мясо, вот оно здесь. Вообще, конечно, по-хорошему на хинкали мясо нарубить. Это прямо идеал и оптимал. Но такое количество мяса мне было лень рубить, поэтому я вам просто говорю, что можно прокрутить через большую насадку для мясорубки. Тоже будет хорошо. Итак, давайте добавляем сюда лук. Лук, конечно же, должен быть уже остывшим. Все, добавляем кинзу. И сразу же можем добавить соль. Все, теперь перемешиваем все это. Итак, замешали мы зелень, лук, соль. Теперь поехали сюда, добавляем воду. Ну, я уверен, что это количество мяса точно возьмет, поэтому добавлю все сразу. И потом буду постепенно смотреть, пробовать фарш. Вот мы вмешали мясо в воду, ну, наоборот, воду в мясо. Мясо стало такое более воздушное, более легкая, не такая плотная консистенция у фарша. В итоге получилось где-то порядка 700 граммов воды. Но я думаю, что мясо это может взять еще, но больше я не буду добавлять. Не вижу в этом смысла. 700 граммов воды на 2 килограмма фарша, знаете, это на самом деле очень и очень неплохо. Нас ожидают очень сочные и вкусные хинкали. Мы не должны это мясо, как на котлеты для бургеров, выбивать и вымешивать, чтобы освободить белки из мяса, да, чтобы оно нам связало потом наш фарш. Но мы за этим не гонимся, выбивать и вымешивать мясо не надо, просто перемешали, просто с водой. Если вы его выбьете, то скорее всего, в вашем хинкали мясо встанет в один такой плотный митбол, и это не будет прям супер айс. Все, фарш у нас отдыхает, фарш у нас готов. Как только готово будет тесто, приступим к формовке хинкали. Ну что, тесто отдохнуло, фарш у нас готов. Мы подготовили себе место, кастрюля с водой уже на плите. Поэтому пришло время лепить хинкали. Сейчас я вам буду показывать как. Лепить буду с вами вместе первый раз, поэтому все у нас получится, все будет просто бомба. Итак, берем мы тесто. Сразу весь объем теста мы не будем прорабатывать, разрабатывать, потому что оно высохнет. Поэтому мы с вами делаем следующим образом. Мы достаем вот отдохнувшее тесто, хорошее тесто. Мы его сейчас поделим на 3 части. 2 части мы пока вернем обратно под пленку, чтобы они не сохли. А с этой начнем работать. Вот такую вот колбасочку. Режем ее сначала пополам. Дальше эти пополам мы снова режем пополам, чтобы у нас получились одинаковые части. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Берем муки чуть-чуть. Так, буквально капельку. И
раскатываем наше тесто. Раскатываем его в диск толщиной, ну, примерно в миллиметр. Катаем из центра к краям. Мы раскатали наше тесто. Теперь кладем просто на блюдечко, чтобы было удобнее нам, да, проще поднимать с блюдца, чем со стола. Итак, дальше. Дальше берем фарш. Фаршем не нужно очень-очень много. Я думаю, что где-то вот так вот 1,5 столовые ложки. Теперь начинаем сворачивать хинкал. Вот так вот. Здесь прижимаем. Обязательно хорошенечко его защипляем. И хвостик обрезаем. И вуаля. Чуть много я, конечно, обрезал. Ну ничего, первый хинкали комом. Вот таким вот образом мы начинаем формовать все наши хинкали. Вообще, грузины, они говорят, что должно быть на хинкалах обязательно 28 складочек. Это у них там какая-то суеверная история про то, что хинкали символизируют солнце, и солнце проходит свой цикл полный за 28 дней. Кстати, если среди вас есть грузины, которые знают точно, почему именно 28 складочек, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно, и вообще всем нам это дело почитать. Тесто на самом деле, из-за того, что в нем достаточно мало воды, оно быстро может подсыхать. Поэтому я бы вам рекомендовал сделать следующим образом. Взять пленочку и просто накрыть. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нет, я в 28 пока не вписался. Все, прижали и немножко обрезали. Осторожно пальцы. Да, нужно оставить хвостик, за который можно этот хинкал взять. Мне кажется, очень симпатично. Все, я сейчас все их леплю. У меня пока стоит греется вода. И к моменту, как они будут готовы, мы с вами приступим к варке этих хинкали. Сейчас позову Алису, пускай помогает. Ну что, мы слепили наши хинкали, ну, по крайней мере, первую партию. Они выглядят такие прикольные. Хвостики мы решили не отрезать у них, удобнее будет их хватать. Еще это красиво, потому что такие розочки получаются. Да, галстучки, как говорит Алиса. Ну что, теперь пришло время их варить. Даже нам нужно взять шумовку. Еще шумовку. Сейчас мы будем их забрасывать. Вариться они у нас будут где-то примерно минут 10. Всплыть вот так вот они должны будут у нас вверх пузом. Ну, в общем, где-то примерно 10-15 минут на все про все должно будет уйти. Итак, как мы их забрасываем? Вот у нас уже закипела вода. Какая большая кастрюля. Кастрюля как великан. Подсоленная вода. И все, и мы берем, мы ее здесь в воде задаем и вихрь. И бросаем их осторожно. Бросаем их. Самое главное следить за тем, чтобы они не слипались. И чуть-чуть подождем, пока вода закипит. Будем смотреть, чтобы они у нас не слипались. Да уж. А то будут слипшиеся пельмени. Итак, прошли 10 минут. Вон видно, что наши хинкали все всплыли. Красивые. Оп, оп. Они вздулись.
Они еще вздулись, да. Ну что, хинкали надо есть, когда они чуть-чуть подостыли. Вот мы их выловили, они у нас чуть-чуть подостыли. Такие homemade, очень классные, очень прикольное тесто. Итак, как надо есть? Ну, во-первых, обязательно нужен черный перец. Я люблю, когда черного перца много. Так, ну и дальше мы должны их надкусить. Смотрите, сколько фарша. И бульончик, вот он, бульончик. Надо выпить его. Я тоже хочу попробовать. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно комментируйте. И до скорых встреч. Пока-пока.